Что такое люксовая рубашка и чем она отличается от обычной? Конечно же, кроем. В изделиях премиум-класса можно встретить такие конструктивные приемы, которые вы не найдете в учебниках, но которые и делают это изделие люксовым. Сегодня мы будем моделировать классическую рубашку, и я вам покажу некоторые из этих приемов. Это канал «Шьем с умом», с вами Александра. Давайте начнем. И начнем мы с пары слов о том, что вообще такое рубашечный крой. Первое – это свободное облегание. Прилегающие рубашки у женщин, строго говоря, с точки зрения конструкции, являются блузками. Прилегающие рубашки у мужчин – это, я считаю, недоразумение. Хотя бы в районе талии должен быть воздух. Второе – это нестрогий рукав, то есть рукав, предполагающий свободу движения. И третье – это характерные детали, такие как передняя застежка, воротник и манжеты. Каждой из этих деталей я планирую посвятить отдельное видео, поэтому сегодня мы будем заниматься только силуэтом и основными линиями. Построение начнем с того, что определимся с прибавками. Я примерно сориентирую по прибавкам для среднего размера. Понятно, что для больших размеров будут другие цифры. Итак, прибавка к полному обхвату груди для рубашки по фигуре 4-7 см, для среднего объема 8-18 см и для широких рубашек берем от 20 см и больше. Классический вариант находится между маленькими и средними прибавками, где-то от 8 до 10 см. Если сложно сориентироваться в цифрах, можно измерить готовое изделие подходящего объема. Следующий важный вопрос – это распределение прибавки. Традиционно рекомендуется распределять половину в пройму, 1/3 на спинку и 1/6 на полочку. Но в том построении, которое я сегодня буду показывать, мы прибавку распределим по-другому. На полочку 0, на спинку 1/5 и на пройму 4/5. Почему мы так делаем, станет понятно, когда будем строить пройму. Определим сетку чертежа. Построение базовой основы плечевого изделия – это отдельная сложная тема, которой я не хочу касаться в этом видео, поэтому сегодня буду использовать готовую основу. Если нужно, корректируем величину и распределение прибавки исходного лекала. Переводим горизонтальные линии ростка, талии, бедер и проймы. Копируем без изменений горловину, линию плеча и плечевую выточку, а также нагрудную выточку, если женская фигура. Обратите внимание, что какой бы свободной ни была рубашка, горловина и угол плеча остаются неизменными. Иногда модники покупают себе вещь на 5 размеров больше, типа оверсайз. Но огромная горловина выглядит неопрятно, так что с рубашками оверсайз не все так просто. По поводу горловины часто можно встретить рекомендацию ее расширить на 5 мм. Я не буду этого делать, потому что мне кажется, что если мерки сняты правильно, то по общему правилу для классической рубашки расширять ничего не нужно. Но если есть особое пожелание, то конечно. Перейдем к построению проймы. Стандартный вариант, который можно увидеть в книжках и в большинстве видео, следующий. Удлиняем линию плеча на 1,5-2 см, если хотим более четкое плечо, и на 3-4 см, если хотим более мягкое плечо. Углубляем пройму на 2-3 см. Отрисовываем линию проймы. Это вполне нормальное построение. Оно отлично подходит для более свободных рубашек. Но я сейчас вам покажу еще один способ с более утонченной посадкой. Когда мы строим по индивидуальным меркам, мы не обязаны делать пройму глубокой. Когда с такой проймой вы поднимаете руку, у вас вздергиваются плечи и низ. Особенно это заметно на пиджаках. Поэтому для большего комфорта пройму лучше не удлинять. Свободы мы достигаем не за счет глубины, а за счет ширины проймы. Так что она получается не вытянутой, а круглой формы. Именно для этого, как вы помните, вначале мы распределили сюда большую часть прибавки. Также при таком построении мы не удлиняем плечо. На фото вы видите примеры итальянского кроя с круглой проймой и окатом, который как бы сверху надевается на плечо. Такой крой дает большую свободу движения и выгодно подчеркивает мужскую плечистость. На женской фигуре это тоже смотрится хорошо. Есть даже варианты с явно укороченным плечом, и такое бывает. Но я в своем построении ограничусь тем, что просто не буду его удлинять. Что касается глубины проймы, то для меня комфортно отступить от подмышки вниз примерно 3 см. Итак, линия проймы готова. Теперь займемся построением спинки. Характерной рубашечной деталью является кокетка. Она позволяет сделать более точную посадку в зоне лопаток. У классической рубашки линия кокетки может быть прямой, вогнутой или фигурной. Интересно, что в английской традиции существует разделенная кокетка, имеющая по центру шов. Детали краятся по косой и благодаря своей эластичности дают дополнительный комфорт и свободу движения в плечах. Минусом такого кроя является увеличение расхода ткани. Сейчас я не буду делать себе разделенную кокетку, но в целом мне интересно это попробовать на мужской рубашке. Линию кокетки мы проводим через вершину плечевой выточки. Выточку по плечу закрываем и открываем ее по линии проймы.
Выточку при желании можно сместить и отрисовать кокетку такой формы, которая вам нравится. По линии кокетки могут быть заложены складки или сборка. Они дают свободу при выдвижении рук и локтей вперед. Для них по ширине спинки закладываем от 2 до 4 см. В принципе, можно обойтись и без них и учесть их при построении оката рукава. Я так и сделаю. Для более аккуратного силуэта мы можем немного выбрать по боковому шву. Я приталю на 1,5 см. А также при желании сделать небольшие выточки по спинке, но я обойдусь без них. Рисуем плавную линию бока. Теперь мы можем отрисовать линию низа. Традиционно делается разрез по боку или фигурное скругление. Начинаем примерно на уровне бедра, глубина по желанию. Я сделаю 4 см. Спинка готова. Перейдем к полочке. Для мужской фигуры мы переводим со спинки линию бока и аналогично рисуем линию низа. Для женской фигуры придется еще повозиться с нагрудной выточкой. Если грудь большая, то 2/3 выточки переводим в пройму и на то же расстояние удлиняем пройму по спинке. Пройму по спинке частично или полностью можно удлинить за счет выточки по кокетке. Если грудь средняя, то можно в пройму перевести 1 см или 1/3 раствора выточки. Если грудь небольшая, то пройму не трогаем. Остаток выточки мы просто спрямляем следующим образом. Переводим выточку в линию низа. Разрезаем и закрываем нагрудную выточку. От линии бока по низу отмечаем вправо расстояние, равное ширине получившегося разведения по низу. Берем деталь спинки и совмещаем верхнюю точку боковой линии. Окончание боковой линии спинки совмещаем с отмеченной точкой по линии низа. Обводим по спинке линию бока и начало линии низа. Дорисовываем линию низа, полочка готова. Проведем контроль получившейся ширины по линии бедер. Если по бедрам остается недостаточно, то можно добавить, вернув немного назад линию бока полочки. Теперь можем перейти к построению рукава. Откладываем по вертикали длину рукава. Длина руки минус ширина манжеты 5-8 см плюс 2 см напуск. У меня получилось 58 см. Построим высоту оката. Как я уже говорила, рубашку отличает нестрогий рукав. Чем меньше высота оката, тем менее строгий рукав. Для классической рубашки возьмем традиционно 2/3 от высоты проймы. Хотя здесь можно взять и чуть-чуть больше, и чуть-чуть меньше, миллиметры здесь роли не играют. Высоту проймы измеряем так. Соединяем крайние точки линии плеча по спинке и полочке. Из середины этого отрезка опускаем перпендикулярно линию проймы. Это и будет высота проймы. У меня получилось 17 см. 2/3 от них это примерно 11 см. Откладываем по вертикали высоту оката и строим линию основания оката. Есть много способов построения линии рубашечного оката, но все они сводятся к одной сути. Мы сантиметровой лентой измеряем длину проймы полочки и спинки. От точки вершины оката отмеряем циркулем полученные значения и ставим засечки на линии основания оката. Получаем ширину оката. Для контроля можно сравнить получившуюся ширину с обхватом плеча в зоне подмышки или с измерением ширины подходящего рукава в готовом изделии. Если нужно, корректируем ширину оката за счет изменения его высоты. Соединим точки ширины и вершину оката отрезками. Нарисуем линию оката. Длина этой линии будет больше длины построенных отрезков. Их разница дает величину посадки. Обычно это 2-4 см. Чем дальше вы отдаляете линию оката от отрезков, тем больше посадка. В учебниках есть точные значения, насколько отводить эту линию, но я рисую на глаз. Расстояние до отрезков у меня получилось примерно 2 см. Такая форма еще даст мне небольшой запас на лопатке, потому что, как вы помните, я не делала защипы по кокетке. Строим линию низа рукава. Ширина рукава внизу равна длина манжета плюс 5 мм на обработку разреза плюс запас на 2 защипа по 2,5-3 см. Длина манжета равна обхват запястья плюс прибавка 3-5 см плюс ширина застежки 2,5-3,5 см. У меня получилась ширина рукава 26 см, длина манжета 20,5 см. При измерении обхвата запястья нужно учесть, если человек носит постоянно часы. Тогда мерки обхвата запястья будут разные, и это можно учесть на чертеже. Складываем чертеж пополам, совмещая концы линии оката. По линии низа отмеряем ширину низа, деленную на 2. Ставим точку B и соединяем ее с крайней точкой оката V. Вырезаем. Чтобы шов рукава, встречаясь с боковым швом, не образовывал утолщения, я окончание шва рукава немного отведу назад. Склеиваем лекало рукава по шву. От верхнего окончания шва отступаем 2 см в сторону спинки и через эту точку проводим новую линию шва.
Чтобы низ рукава смотрелся аккуратнее, его нужно спереди немного приподнять. От линии низа по переднему перекату отступаем вверх 1 см. И полученную точку соединяем с нижней точкой заднего переката. Вырезаем новую линию низа и разрезаем лекало рукава по новой линии шва. Поскольку я не удлиняла плечо, мне нужен дополнительный запас высоты и ширины оката, чтобы он смог найти сверху на плечо. Для этого я сделаю следующее. Разрезаем лекало рукава по линии высоты и основания оката. Поднимаем нижний конец высоты оката над линией основания оката на 1,5 см. Проводим новую линию оката. Посадка в итоге у меня вышла 5 см. Это нормально для такого рукава, так как посадка пойдет в сборку. Нам осталось немного доработать линию плеча. В рубашках принято плечевой шов переносить на полочку на 2-2,5 см. Напишите, если знаете, зачем это делается. Я, если честно, пока не понимаю. Но так и быть, перенесу на 2 см. А для того, чтобы линия плеча была более изящной, ей можно придать небольшой изгиб. От середины линии плеча проведем перпендикулярно 3-5 мм и отрисуем лекальную линию. То же проделаем с линией плеча по спинке. Вырезаем новую линию плеча. Итак, лекало основы рубашки готовы. Напишите, как вам такое построение. А я пока займусь дальнейшей работой по люксовой рубашке, так что не пропустите следующее видео. Это канал Шьем с умом. С вами была Александра. Пока-пока.